Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас на своем авторском музыкально-аналитическом канале, где мы вместе учимся не только слушать музыку, но и понимать ее. Прошло уже больше года с того момента, как Ярослав Дронов, известный нам как певец-шаман, выпустил свой клип «Я русский». Этот клип произвел такое колоссальное впечатление на зрителей, что я решил сделать свой авторский музыкально-аналитический обзор на этот клип, на это выступление и на самого певца-шамана. И хочу предложить вам в своем обзоре посмотреть на все на это с 3 разных точек зрения. Первая – это музыкальная точка зрения. Вторая – это профайлинг, то есть это невербальное поведение артиста на сцене, о чем он нам пытается сказать помимо слов. И третья сторона будет совершенно необычная. Это сакральная часть или сакральная сторона, которая поможет нам понять те послания, которые вообще есть в этом клипе. И на то, что они присутствуют, меня натолкнули слова самого Ярослава Дронова, которые он сказал в одном из интервью. Позвольте, я вам предложу небольшой фрагмент из этого интервью. Я, скажем так, не я пишу эти песни. Мне как-то вот приходят они. Я не могу объяснить, как я это делаю. Наверное, потому что ты шаман, а шаманы, как известно, проводники с миром духов каких-то. Неоднократно мне говорили. Как говорили. бы ты описал своего духа, который проводит? Его не надо описывать, это Бог. Я православный человек, и мне, в общем-то, этого достаточно. То есть она не пришла Бог еще? ее знает, кстати говоря. Потому что действительно только он и знает. Вот он мне как сверху даст в голову информацию, я сразу ее и зафиксирую, и запишу. Поэтому, кстати говоря, когда мне говорят, что а вот можно было бы там вот слово поправить вот на такое, я говорю, ну, ребят, ну это же как бы, как, я не знаю, это не ко мне вопросы, это вот задавайте вопросы туда. Ну что ж, третья сторона, со слов Ярослава Дронова, присутствует в его работах, в его клипах, в его музыке. И, несомненно, исходя из этой точки зрения, эта сторона присутствует и в самом клипе и произведении, и исполнении «Я русский». Я выделил несколько вопросов, на которые я хотел бы ответить в своем обзоре. Итак, первое. Какие музыкальные особенности исполнения шамана? Кто такой русский? И что это за понятие? Кому адресован этот клип? Какие архетипы и послания зашифрованы в нем? Почему клип производит такое яркое впечатление и эффект на слушающих? Кто такой певец Ярослав Дронов, известный нам как шаман, и какие функции он на себе несет? Садитесь поудобнее. Я начинаю с самую простую и самую небольшую часть своего обзора – это музыкальную. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. И хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому что я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло.
Ну что ж, дорогие друзья, вот и закончился маленький музыкальный фрагмент, по которому мне есть что вам рассказать. Итак, тональность, в которой Ярослав исполняет это произведение, это ля бемоль минор, ну или соль диез минор. Неважно, это энгармонизм. А энгармонизм – это те же самые аккорды, те же самые звуки, которые просто нотируются музыкально чуть-чуть по-другому, но все остается одно и то же. Сама гармония построена буквально на 4 простых аккордах, и это хорошо, в них есть квадратность, которая погружает зрителя в определенную уже структуру восприятия. Она квадратная, то есть замкнутая, и в ней звучит очень интересная мелодика. Сам Ярослав исполняет это произведение в достаточно фольклорной манере, фольклорной и эстрадной одновременно манере. Он использует очень много фольклорных приемов. Это и мелизматика, это и определенное звукоизвлечение, немного открытое. Его гортань находится в достаточно высоком положении, но он не площит звук и не углубляет его. Это хорошая фольклорная школа, и он большой молодец. У него профильное образование есть по фольклорному направлению. Он руководитель народного хора, и у него диплом, так же, как и у меня диплом, но уже дирижера академического хора, и мы оба принадлежим к одной и той же школе, к Гнесинской школе. Поэтому мне особенно приятно делать свой музыкальный обзор именно на Ярослава. Бэк-вокал, который вы слышали, это делает то же самое Ярослав. Он не только автор музыки, не только автор слов, он еще и автор звукозаписи, сведения звука, потому что звукорежиссура – это абсолютно отдельное направление, очень непростое и очень сложное, потому что для овладения хорошими навыками звукорежиссуры нужно было потратить очень много времени, а Ярослав это делает сам, как он признается. И все музыкальное достаточно просто. Это запев-припев, и это дальше будет повторяться. Что же касается уже невербальной части обзора и тем более сакральной части обзора, для этого нам необходимо вернуться в самое начало и начать рассматривать этот клип уже совершенно с других точек зрения. Давайте. Я русский. Ну что ж, дорогие друзья, если вы слушали внимательно с самого начала, то вы могли услышать стрекотание кузнечиков. И вдруг на этом тихом фоне, достаточно спокойном, внезапно, как набат, звучит голос Ярослава со словами «Я русский». Кому обращено это послание, мы коснемся вот буквально прямо сейчас, но вначале, кто такой русский? Русский – это не совсем национальность. Это понятие цивилизации. Это понятие одного культурного и ментального поля. И сейчас вы видите то же самое на экранах. Это поле. Если вы обратили внимание, то дреды Ярослава и колоски, которые растут снизу, они очень похожи и по цвету, и по направлению. Правда, это направление зеркальное. Там, где присутствует зеркальность, как правило, это подсознание пытается что-то сообщить. Звучит как набат, как предупреждение, как призыв к тому, чтобы очнуться от какого-то морока или, наоборот, привлечь какое-то внимание. Кому же обращено это послание? Ну, колоски – это, скорее всего, это зрители, которые смотрят. Но есть еще одно скрытое послание, и оно абсолютно конкретное. Если вы внимательно посмотрите на цвета неба и цвета поля золотистые, то вы увидите флаг определенной страны. Это Украина. И также цвет неба и поля золотое – это каноническое толкование символов этого флага, цветов этого флага.
Почему и что пытается сообщить Ярослав или через Ярослава конкретной стране и конкретным людям, я думаю, вы сможете определить сами. Я ограничен возможностями YouTube говорить то, что я думаю, или то, как я считаю. Поэтому давайте продолжим дальше. Кстати, он прикасается очень нежно к этим колоскам, как бы их гладит. Вот. Но при этом рука достаточно мощная, позиционируется как мужское начало. Цвета, которые вы увидели, это белый и черный, имеют символику инь и янь. И это соединение мужского и женского начала. Причем мужское находится в верхней части Ярослава, что подчеркивает, что он здесь себя позиционирует с мужской линии, с мужской силы. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной летает вольный ветер, он такой же, как и я. Вынужден также остановить, потому что, ну, конечно же, вольный ветер и вольная птица, которая свободно парит в небе, и Ярослав, который сжимает в этот момент кулаки, дают подтверждение его слов. То есть он подтверждает невербально слова, о которых поет. Но при этом, если вы внимательно посмотрите на положение его тела это положение, я не могу это показать в кадре, но вы это можете легко увидеть на ваших экранах. Это положение, которое относит нас к 15 веку и к великому ученому Леонардо да Винчи. И здесь присутствует немного то, что можно было бы условно назвать кодом да Винчи. Это витрувианский человек, где великий ученый 15 века и начала 16 века Леонардо да Винчи обозначал символически вообще человека как такового, в котором присутствует, если вы посмотрите внимательно на окружности, присутствует круг. Круг – это древний символ Творца, и квадрат – это древний символ человека. Человек, естественно, ограниченный. И то, что сейчас делает Ярослав на поле, вы это можете увидеть сами, он насыщается энергией. Насыщается энергией природы, красоты природы. Природа имеет женскую основу в самой себе, поэтому Ярослав подпитывает себя сейчас именно женской энергетикой для того, чтобы дальше ее передать зрителям. При этом он максимально вбирает ее в себя. Если бы я принадлежал к древним направлениям индуизма, то я бы сказал, что он дышит праной. Вот. Но как человек, принадлежащий цивилизационно к Европе, русскому миру, я могу сказать, что он насыщается благодатью. Смотрим дальше. И хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. И хочется просто любить и дышать. Он подчеркивает это, он подтверждает это тем, что он смыкает кулаки, и другого не нужно. Он при этом скрещивает руки у себя на груди, тем самым он подтверждает, что он это отрицает. Ему действительно не нужно другого. Такой, какой есть, и меня не сломать. Такой, как есть, и меня не сломать. Он выдвигает вперед свою руку и указывает, что его сломать нельзя. Он подтверждает это языком своего тела. И все потому, что я русский. Почему его не сломать? В этот момент он почтительно целует крест. Таким образом, он подтверждает, что его можно не сломать только при помощи божественной силы. С помощью Творца он может выдержать и выстоять. Своими усилиями он этого сделать не может. И в этом коренится правильность его восприятия, потому что своими силами мы мало чего можем сделать. Я иду до конца. Я русский. Моя кровь от отца. Я русский. И мне повезло. Я русский. Всему миру назло. Какому же миру назло? Ярослав
Ну, понятно, что тому, кто пытается уничтожить эту цивилизацию, например, эту цивилизацию сейчас пытаются очень сильно уничтожить многие. Я ограничен возможностями YouTube высказать свою точку зрения, но если мы говорим о языке тела, который мы сейчас можем видеть на сцене, Ярослав отдает ту энергию залу, зал начинает вместе с ним очень характерно двигаться. Здесь очень хороший и сильный эротический подтекст. Вот, и это, можно было бы сказать, идет обмен энергиями. Вот он зарядился в первой части, зарядился у матушки природы, у земли матушки, если говорить русским языком. И сейчас эту энергию и силу отдает в зал. В небо улетает эта песня и зовет меня с собой. Обо мне пылает мое сердце, освещая путь домой. Освещая путь домой, и в этот момент он появляется в очень световом окружении. Свет в очень древних мистериях или же в традиционном религиозном толковании – это Творец. Путь домой – это путь к Творцу, и человек в этом Творце почти растворяется, но при этом остается личностью. И здесь, в этом свете, мы можем просмотреть силуэт, который это подтверждает. Где хочется просто любить и дышать, и мне другого не нужно. Такой уж я есть, и меня не сломать. И все потому, что я русский, я иду до конца. Огромная экспрессия, если вы заметите, тело шамана визуально расширяется, он перемещается по сцене, он берет микрофон, то есть он максимально расширяет возможности своего тела. Это говорит о том, что он переполнен энергией, которую он сейчас заряжает в зал. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло. Русский здесь в данном случае не национальная подноготная и не национальный смысл, а это принадлежность к русскому миру, это принадлежность к русскому полю, к земле матушки. И русским можно быть вне зависимости от национальности. Почему? А мы увидим как бы случайное продолжение этого клипа. Но потерпите немного. Я русский, я иду до конца. Вы слышите набат. Колокольный звон в церковной традиции, конечно, это призыв к богослужению, но если мы возьмем Новгород, если мы возьмем древние источники, которые нам говорят о том, что это был еще и набат, предупреждение об опасности, явно эти звуки пытаются что-то пробудить в человеке, ощущение опасности, ощущение того, что наступил какой-то очень переломный момент, в который нужно объединяться, потому что здесь, на сцене и в зале, вы видите абсолютно единое целое, единый организм, который вместе радуется, он будет вместе и скорбить, вместе и переживать. Но это ощущение соборности, фактически утерянное в российском обществе, на мой взгляд. Вот эта вот общность сейчас пытается пробудиться через исполнение Ярослава Дронова, известного нам как певец-шаман. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло.
Опять руки в стороны. Руки в стороны. Если вы посмотрите, вы увидите пятиконечную звезду, которая имеет здесь толкование 5 человеческих чувств, через которые человек познает этот мир и в определенном смысле познает Творца. Это то, что нам дано, и то, как мы можем в этом мире жить и действовать. Где-то в Америке. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло. Казалось бы, юмор. Но на самом деле это не юмор, это продолжение того же самого послания. Те, кого вы видите в этом автомобиле, афроамериканцы, они принадлежат к русскому миру. И здесь национальность не важна. Важна принадлежность к определенному коду, который заложен в русской культуре. Русский, и мне повезло. Я русский. Ну вот и в самом конце тоже, казалось бы, юмор, все достаточно просто. Но это как раз тот мир, которому русский назло. Это мир безличия, мир клонированности, мир нечеловечности или расчеловечения, что мы сейчас можем видеть и наблюдать во всем мире, эту тенденцию. И именно код русской цивилизации сейчас способен объединять многих, так же, как и код бесчеловечных, расчеловечившихся тоже объединяется. Ну что ж, поляризация мира. Давайте пройдемся по основным вопросам, которые я ставил в самом начале, на которые мы с вами, я думаю, вместе можем ответить. Какие музыкальные особенности исполнения шамана? Ну, я ответил достаточно подробно. Это соединение и фольклорного стиля, это соединение эстрады. И все это делается на прекрасных переходах, мелизматике. Ярослав не только обладает очень хорошим голосом, он настоящий исполнитель, очень сильный исполнитель. Чуть коснемся позже его миссии, которую он несет на себе. Кто такой русский и что это за понятие? Это цивилизация, и это понятие не принадлежит только национальному признаку. Кому адресован этот клип? Этот клип адресован колоскам, да, то есть он адресован всему полю, которое тоже, как и земля-матушка, это русское поле. Есть и специфическое послание, возможно, тем, кто это забыл, для того, чтобы они это вспомнили, что мы все часть друг друга. Какие архетипы и послания зашифрованы в нем? Ну, прежде всего, это мужское и женское. Здесь также есть еще несколько подсмыслов и архетипов. Я нахожусь на платформе YouTube. Я не всегда могу говорить все, что я думаю. Почему клип производит такой эффект на слушающих? Ну, потому что в нем заложено больше, чем музыка, больше, чем философия. В нем заложены очень высокие смыслы, связанные отчасти с текущим процессом, с тем, что людям нужно проснуться, с тем, что нужно объединиться, и с тем, что существует русский мир, с тем, что существует русская цивилизация, которая не должна исчезнуть. Нельзя дать, чтобы эта цивилизация исчезла под напором очень недружественных действий. Кто такой певец Ярослав Дронов, известный нам как шаман? Какие функции он на себе несет? Ну что ж,
тот, кто несет весть, даже, может быть, не понимая, что это за весть, еще с древности назывался вестник. Это очень редкий дар, потому что вестник, который способен обращаться к целому народу, народам, это очень редкий дар, и, кстати, он обладает особой силой. Сила эта не принадлежит вестнику. Сила эта даруется оттуда же, откуда и приходят его песни и стихи. Поэтому корень этой силы не находится здесь, а носитель обладает особыми свойствами. Я думаю, что это и есть тот секрет, который сокрыт в песнях Ярослава Дронова. Мне кажется, было бы очень логично, если бы он вернул себе свое редкое славянское имя – Ярослав, яркая слава. Я думаю, это колоссально бы усилило возможности и реализации его дара, который ему не принадлежит, но находится в нем и с ним пребывает. Вы это способны услышать через его песни. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошел к концу мой музыкально-аналитический обзор. Я надеюсь, что он вам понравился. Вы можете поставить ваши лайки, подписки, колокольчики. Я буду искренне рад вам, если вы станете спонсорами этого канала и поможете в его развитии на платформе Boosty, или же окажете разовую единовременную помощь в развитии канала на платформе Donation Alerts. Я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого лучшего и надеюсь, что до скорых встреч. С вами был автор канала.